Когда наступает ночь, на небе загораются звезды. Такие маленькие точки. 1, 2, 3. Пап, но почему они так далеко? На самом деле они ближе, чем ты думаешь, сынок. Мое первое детское воспоминание о планетарии: мы с отцом подходим к дому, похожему на яйцо. Он уверяет, что звезды внутри, а я не верю. Как это возможно? Звезды, они же на небе. Чудеса какие-то. Тогда на улицах Москвы еще встречались повозки, запряженные лошадьми. А здесь звезды, говорят о планетах. И в центре всего этого настоящее техническое чудо – аппарат Цейса, который проецирует небесные светила на купол. Внимание! Включаются звезды! Это так завораживает. Никогда прежде никто из нас не видел ничего подобного. Таких мест было всего 13 во всем мире. Но московский планетарий был особенным. Все потому, что гениальный Константин Шестовский, первый директор планетария, усовершенствовал аппарат Цейса. Вот он читает лекцию. Ему удалось оживить небо, сделать так, чтобы звезды на куполе мерцали. А до этого они были просто статичными точками. Такого еще долго не было ни в одном планетарии мира. С открытия планетария начинается большая космическая история нашей страны. Мало кто тогда знал, но в 1933 году в его подвалах были созданы первые настоящие ракеты, которые потом запускали на полигоне в Нахабино. Очень быстро планетарий стал самым популярным местом в Москве. И к звездным представлениям добавились театральные. Помню, как по дороге домой я думал, что выбрать – астрономию или оперетту. Еще не понимая до конца как, но я твердо решил, что стану... Но началась война. Город опустел, планетарцы ушли защищать Родину. Их было 15, смелых, талантливых. Вернулись только 2. Уже после войны я слышал от одного летчика, что фашистские бомбардировщики специально не наносили ударов по планетарию, потому что большой серебристый купол служил важным стратегическим ориентиром. Всю войну планетарий работал. Я, мальчишка, ходил сюда, чтобы хоть на несколько минут забыть об ужасе, происходящем вокруг. Закончилось. Война закончилась. 10 сентября 1945 года я иду в планетарий быстро и стремительно. Иду на занятия в астрономический кружок. Теперь я знаю, все будет хорошо. Наш астрономический кружок вел Константин Парцевский. Сколько открытий мы сделали вместе с ним. Помню, как все хотели получить заветный ключ от обсерватории. Тогда повезло моему другу Саше. При планетарии работает кружок юных астрономов.
Саша Девятков сдал все зачеты в астрономическом кружке. Он получил право совершенствовать свои астрономические знания в обсерватории. Здесь установлен большой телескоп, с помощью которого фотографируется Солнце. Руководитель кружка помогает навести фокус. Это производится по тени. Все так быстро меняется. Еще вчера зенитные установки защищали любимый звездный дом, а сегодня здесь настоящий музей под открытым небом. Каждая экскурсия по этой астрономической площадке похожа на путешествие во времени. А это Рувим Ильич Цветов, один из двух вернувшихся с войны лекторов планетария. Стоит возле своего уникального изобретения. На специальной конструкции, называемой армиллярной сферой, одной из крупнейших в мире, наглядно показаны точки восхода, захода, движения Марса и других планет. Астрономическую площадку открыли к 800-летию Москвы, а уже через 10 лет о космосе заговорили все. Свершилось то, о чем мечтало человечество на протяжении многих веков. Советский Союз, его ученые, инженеры, рабочие осуществили запуск в космическое пространство первого в мире искусственного спутника Земли. После запуска спутника люди приходили именно в планетарий, чтобы узнать подробности. Многие были уверены, что его запускали прямо отсюда. Но это, конечно, не так. А что здесь происходило после запуска первых станций на Луну? Никогда еще московский планетарий не пользовался такой популярностью, как в сентябрьские дни 1959 года. Величайшее достижение нашей науки и техники. Небывалый в истории человечества рейс космической ракеты. Советские вымпелы на Луне. Но, конечно, ничто не могло сравниться с тем, что случилось дальше. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Я сразу вспомнил его. Это он был среди тех военных, что приходили вечером на лекции по навигации в планетарий. Разве мог я тогда подумать, что перед моими глазами будущий первый космонавт планеты? Иногда я думаю, как же велика роль московского планетария в истории покорения космического пространства. Я помню слова Алексея Леонова, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта. Он говорил, путь на Байконур начинался здесь. В 1979-м, в год своего 50-летия, планетарий даже орден получил. Тогда это была очень высокая награда. В связи с юбилеем Московский планетарий награжден орденом Трудового Красного Знамени. Кажется, что еще вчера отец впервые привел меня сюда, а прошло уже 50 лет. Сменились поколения лекторов, но люди по-прежнему приходят сюда, чтобы отправиться в путешествие к звездам. Кто знает, какие открытия совершат те, кто приходит сюда сейчас. Но вместо новых покорителей космоса и юных астрономов в планетарий пришло забвение. Такое время. Все смотрят под ноги, а не на звезды. После долгих лет застоя и полной неопределенности началась масштабная реконструкция. Астроплощадку полностью переоборудовали,
а само здание планетария вместе со всем оборудованием подняли на целых 6 метров. Многие уже не верили, что его когда-нибудь откроют. Но я знал, после заката всегда наступает рассвет. Деда, я когда вырасту, хочу полететь в космос, чтобы посмотреть на звезды близко-близко. На самом деле, они ближе, чем ты думаешь.